Друзья, всем привет! Продолжаем рассматривать разные всякие интересные штуки для нашего умного дома. И сегодня я вам хочу рассказать про вот такой вот универсальный инфракрасный пульт. Погнали! Пришла к нам с Алиэкспресса очередная посылочка, и это вот такой вот универсальный инфракрасный пульт для системы умного дома, которая строится на основе программ Smart Home или Tuya Smart. Это Wi-Fi датчик, он подключается к Wi-Fi и не требует абсолютно никаких хабов и так далее. Он абсолютно автономен сам по себе. Подключаем к Wi-Fi, подключаем к системе умного дома и начинаем использовать его в нашей системе для управления разными устройствами. Что же у нас внутри? А внутри в коробке нам приходит инструкция на английском языке, которая в этот раз очень большая. Сам Wi-Fi датчик. Выглядит это вот так. И там еще у нас идет провод питания. Питается эта штука от micro-USB. То есть мы его где-нибудь втыкаем в какой-нибудь USB, какой-нибудь блочок питания. А сам наш датчик уже включаем потом вот сюда вот снизу в micro-USB и где-нибудь красиво ставим. Красивая глянцевая квадратная коробочка, внизу кнопка включения настройки и прорезиненная площадочка. При этом он плотно где-нибудь стоит и сильно не будет ерзать на столе или на любой другой мебели. В целом, зачем вообще нужна эта штука? Она может управлять абсолютно любыми электронными устройствами, которыми вы так или иначе управляете с обычного пульта. Например, это может быть телевизор, акустика, кондиционер, умные лампочки, которые работают с пультиком. Кто-то тоже должен был такие встречать. Люстры, гирлянды на елке и куча-куча еще всяких любых устройств, которые можно управлять при помощи инфракрасного пульта. Самое классное в этой теме то, что когда мы будем его подключать и настраивать, вы увидите, что у него идет очень много предустановленных уже непосредственно в него так называемых пультов для телевизоров и так далее, для умных приставок и еще всякой всячины. Но также можно и делать абсолютно собственные пульты. То есть мы будем на него направлять пульт, нажимать, и он будет запоминать те или иные кнопки, которые мы будем нажимать. Так мы будем управлять абсолютно любыми устройствами. Итак, заходим в наше приложение Tuya Smart и добавляем наш пульт. Мой уже добавлен, но в принципе покажу, как это делается. Сверху жмем плюсик, добавить устройство. Зажимаем на нашем универсальном пульте снизу кнопку, и он должен сверху появиться, где бежит поиск ближайших устройств. Если он не появился, то опускаемся в самый низ меню, жмем другое, и вот он по центру. Универсальный пульт дистанционного управления. Добавляем его. Напоминаю, работает вся эта вещь только в Wi-Fi сети 2,4 ГГц. В 5 ГГц он, к сожалению, работать не будет. Все эти датчики заточены под 2,4. И вот он добавлен, Smart ER пульт. Заходим в его меню. И видим, что у меня уже здесь добавлен телевизор и добавлена акустика. Также зайдем в общие настройки, в которых мы можем увидеть, что данный пульт дружит с кучей голосовых ассистентов. С Алексой, с Google Ассистентом, со всякими китайскими, с Яндексом в том числе и так далее. Также после того, как мы добавили сюда устройство, мы можем подружить данный универсальный пульт Tuya Smart с умным домом от Алисы, от Яндекса. Как видите, у меня здесь телевизор. То есть я могу сказать: Алиса, включи телевизор. И тем самым пойдет сигнал на пульт, и у меня включится телевизор. Повторюсь, этим пультом можно управлять абсолютно всем чем угодно. Телевизорами, акустиками, кондиционерами, умными приставками для телевидения и так далее. То есть все, что вы захотите, все, что работает непосредственно от обычного инфракрасного пульта. Ну а для того, чтобы добавить какие-то устройства, нам нужно зайти опять же в Smart пульт, нажать клавишу «Добавить ADD»,
и либо выбрать предустановленные уже здесь разного рода акустики, телевизоры, кондиционеры, DVD-плееры и так далее. Либо снизу во вкладочке DIY создать тоже собственный пульт. Как я это сделал, кстати, для своей акустики. Ведь акустика у меня очень старая, и, конечно же, в меню ее здесь нету. Это Ambisound Bazooka 50005, если мне не изменяет память модель. Но не суть. Ее здесь, конечно же, в списке нет. Значит, я зашел в DIY, выбрал акустику, просто вбил любое название, я вбил JBL, и в дальнейшем, уже поднося свой пульт к умному пульту, добавлял вот эти вот клавиши. Плюс-минус, громкость, вперед-назад, включить-выключить и так далее. Потому что на моей акустике каждый раз, когда ее включаешь, у нее громкость почему-то стоит на минимуме, и каждый раз приходилось подходить вручную и добавлять громкость, когда я хотел включить телевизор. Сейчас же это у нас делает умный дом, и вот я покажу как. На данный момент я использую свой пульт именно с акустикой. Вот для примера стоит сабвуфер основной, управляющий, и на нем сверху лежит пульт. Когда я прошу Алису, которая у нас также подключена к умной розетке, включить акустику, у нас запустится умный сценарий, и на сабвуфере добавится сразу громкость до нужного нам уровня. Алиса, включи акустику. Вот и все, сценарий исполнен. А до этого нам каждый раз приходилось к нему подходить и вручную в него тыкать, увеличивать громкость. Теперь это делать не нужно. Теперь у нас умный дом. Все это, конечно же, строится на умном сценарии. То есть у нас есть розетка акустика, есть розетка умный пульт. И выглядит это вот так. Если акустика включена, это умный сценарий. Розетка акустика включена. Мы ждем отложенное действие 5 секунд, пока загрузится сама акустика. И в дальнейшем умный пульт делает 15 раз Volume Up, тем самым увеличивая громкость на нашей акустике. Таким образом, можно придумать все, что угодно. А вот в моем случае это управление акустикой. Можно также включать-выключать телевизор. Можно завязывать их вместе с умным датчиком температуры, чтобы регулировался кондиционер каким-либо образом. Все что угодно. На все, на что хватает фантазии. Вот такая вот классная штука, дорогие друзья. В принципе, больше про него рассказать и нечего. Ссылку, где брал, оставлю в описании. Ну, а кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание и делайте свой дом умным. Всем пока!